Ну что ж, пришлось потратить еще раз 2 часа времени для того, чтобы посмотреть этот великолепный фильм. Некоторые люди написали, что я смотрел его с закрытыми ушами, не включал фантазию где надо и где не надо, а один подросток вообще посоветовал мне почитать книги. У меня, кстати, сейчас есть сообщение для него, но я попридержу его на конец ролика. Спасибо за совет, пересмотреть еще раз, постараться пофантазировать в положительную сторону. От этого у меня возникло еще больше вопросов, на которые я искренне, честно, не нахожу ответа. Итак, это 40 вопросов к фильму «Война будущего». Поехали! На поле во время футбольного матча происходит какая-то вспышка, откуда выходят люди в военной форме. Почему все сразу поверили, что это люди будущего и им нужна помощь? Отчего человечество объединилось и начали им помогать, отправляя людей из прошлого на войну. Почему люди будущего не начали сразу подготовку людей прошлого к войне? Почему люди будущего не начали сразу поиски инопланетян в прошлом? Почему всем, кому удавалось выжить на войне будущего и вернуться, не рассказывали или рисовали то, как выглядят инопланетяне? Военные не хотят показывать какие-либо фото, видео, изображения инопланетян, потому что люди, увидев их, будут бояться призываться на войну будущего. А разве это не наталкивает на мысль, что это, возможно, не совсем люди из будущего, а, например, инопланетяне в облике людей, которые заманивают людей на верную гибель? Разве не неизвестное пугает людей больше всего? И подобная тактика еще больше бы отбивала охоту идти в призывники. Разве массовый призыв простых граждан без какой-либо военной квалификации и боевой подготовки не говорит о том, что они просто станут пушечным мясом в войне будущего? Главному герою подцепили на руку браслет. Он захотел его снять и обратился к человеку, который умеет это делать. Вопрос, как до сих пор не повязали этого горе-инженера, который снимает браслеты с GPS-трекерами? То есть, если куча браслетов переставали работать в одном и том же месте, его бы уже давно нашли. В прошлый раз я фильм смотрел задницей, поэтому не услышал, что в телепортаторе был сбой координат, что очень сильно много чего меняет, и причинческие технины, поэтому герои свалились с неба в бассейн. Почему они не разбились при падении о воду или о дно бассейна? Если в приоритете у военных лаборатория, зачем они ввели ковровую бомбардировку с самолетов, когда эти же самолеты и уничтожат лабораторию тоже? Зачем нужна бомбардировка пустого города? Зачем нужно было спасать одного человека, жертвуя 10, которого в итоге и не спасли? Дочь главного героя говорит о том, что он развелся с матерью и бросил семью. Как его отсутствие в прошлом не повлияло на будущее? Меня попросили на этом моменте включить фантазию и представить, что есть 100 тысяч параллельных временных линий. Хорошо. Я сделал это. Это параллельная временная линия. Тогда какое дело может быть любому человеку до каких-то там параллельных, альтернативных и прочих линий времени и людей, которые там находятся? Если мужские особи инопланетян вовсю стараются защитить свою матку и стремятся к ней, почему не использовать токсин против этой женской особи? Почему просто не взорвали женскую особь, чтобы орава мужских перестала атаковать людей? Они же токсин уже получили. Дочь главного героя призналась, что она призвала его, чтобы тот передал пробирку в прошлое. Он единственный, кто может это сделать. То есть человек, который сначала развелся с матерью и потом бросил семью, идеальнее всего подходит для этого задания? Когда альтернативная дочь главного героя падала с платформы, он прыгнул за ней. Почему он прыгнул за ней, если там верная смерть? Главный герой, идиот что ли, в руках держа токсин, который спасет человечество, прыгает за дочерью. А если бы он погиб до скачка? А если бы он его выронил? Какая вообще у него может быть эмоциональная связь с этой женщиной из будущего, которая называется его дочерью? Если он поймает ее за руку, разве они все равно не свалятся в толпу голодных инопланетян? И как же ее кровоточащая смертельная рана? Почему телепортация в прошлое сработала именно в тот момент, не долетая до голодных инопланетян? Жена главного героя предположила, а если инопланетяне не прилетели, а были тут все время? То есть в это дело были вовлечено все население планеты и люди будущего, но никто кроме нее до этого не додумался? Главный герой берет у одного из персонажей коготь и начинает его изучать. Почему люди будущего не принесли с собой никаких частей тела инопланетян, чтобы люди прошлого занялись их изучением? Почему сами люди будущего до этого не додумались? Как с полученной информацией с когтя узнали, что это в России? Нам нужно в Россию. Больно смотреть на то, что происходит в России, в какой-то момент просто щелкнуло.
пора валить из России. И точное местоположение инопланетян в России. Почему представитель правительства США называет Россию вражеским государством, когда вначале говорилось, что все страны и человечество объединилось против борьбы с будущей угрозой инопланетянами? Почему после отказа правительства герои сразу же бросились делать миссию сами, а не пробовали поискать помощи еще где-то? Разве отправившись туда сами и вдруг провалив миссию, они навсегда с собой заберут в могилу знания о том, где находятся инопланетяне? Разве это не тупо? Или во время выполнения миссии они могут пробудить инопланетян, погибнуть и обрести человечество на гибель раньше времени? Разве это не тупо? Как бравые ребята прилетели в Россию и не были перехвачены истребителями или защищены на радарах? Почему они начали колоть токсин мужских особей, а не сразу женскую? Мужские особи начали пробуждаться, и они взорвали логово инопланетян. Почему нельзя было сделать это сразу? В чем тогда был смысл всего этого токсина? На что потратили практически все экранное время фильма? И самый главный, важный вопрос. С каких пор американцы смотрят футбол? Это было 40 вопросов к фильму «Война будущего». Я обожаю жанр фантастика, но даже в нем должны соблюдаться правила, я не знаю, логики и рациональности, которые сам же фильм и задает. Можете поделиться в комментариях ответами на эти вопросы. Будет очень интересно почитать. И кто-то, может, напишет новые замечания, которые я не озвучил в этом ролике, но заметили по ходу просмотра данного кино. А на этом все. До скорой встречи. Пока. Ах, да, я чуть не забыл. Вот это сообщение важное этому подростку по поводу чтения книг. Оно у меня в руке. Вот, подожди. Ой, подожди. Во, держи на память, малолетний дурачок.